Привет, это арт-студия Единорог, и сегодня мы будем рисовать с тобой вот такого ангелочка маркерами или фломастерами. Ну что, начнем. Для начала мы нарисуем эскиз. Вот в этой области я размещу наш эскиз. Здесь я рисую голову. Это вот такой круг, слегка сплюснутый. Вот здесь будет шейка. Нарисуем платье. Верхняя часть вот такой формы. Здесь у меня будет юбка. По низу я делаю вот такую волнистую линию, изображаю складочки. На грудке я нарисую сердечко, и вот такие ножки смешные у меня будут. Немножко поправлю ножку одну, чтобы они у меня были одинаковые по размеру, а на ножках будут носочки. Один будет натянут повыше, другой пониже. Вот так. Здесь я нарисую ручки. Ручки у нас будут нарисованы как у куколки, вот таким образом. Так, здесь я нарисую ухо, поправлю лицо, сделаю подбородок немножечко, шею сделаю чуть потолще и нарисую волосы вот таким образом. Здесь у меня будет пробор и будут волосы прятаться за ушко, а здесь будут крылья. Чуть-чуть исправлю крыло, мне не понравилось, как оно получилось, хочу сделать немножко другой формы. Вот такие более раскрытые крылышки я нарисовала, и со второй стороны точно такое же. Вот так. Стираю лишние линии. Поправляю прическу. Прическа у нас прячется за крылышки. Вот так. Теперь нарисуем лицо. Рисуем центральную линию. Относительно нее симметрично рисуем глазки. Вот в этой области носик. Тут вот такие бровки и ротик посередине. Для чего я рисую центральную линию? Для того, чтобы у нас получилось симметричное лицо. А здесь вверху у меня будет нимб. Поправлю вот в этом месте крыло. Ну что, вот такой эскиз у меня получился. Начнем его раскрашивать. Беру бежевый маркер, такой слегка рыжий, и начинаю закрашивать полностью личико нашему ангелочку. Если у тебя нет маркеров, рисуй карандашами, фломастерами. Это не принципиально. Закрашиваю ножки. Закрашиваю полностью с носочками, так как носочки у нас будут прозрачные. И покрывать мы будем их вторым слоем сверху. Вот в этой области провожу вторым слоем. Здесь у нас будет тень, глазки, носик. И по контуру лицо. Вот так. Видишь, смотри, у нас уже получается объемное лицо. Здесь с внутренней стороны руки то же самое будет. Вот так. И ножка. Из-под платья у нас получается тень. Поэтому я добавляю вторым слоем вот в этой области тень. Добавлю еще раз на глазики. И по второму разу пройдусь по контуру. Посмотри уже, как объемненько получается. Беру такой желтый, светло-светлый цвет, пшеничный, и будем рисовать нашему ангелочку волосы. Сначала я закрашу полностью волосы этим светлым цветом. Вот так. Теперь буду прорабатывать вторым слоем. Вот таким образом. Сзади то, что у нас за головой волосы, за спиной, их нужно сделать прям насыщенными. Они находятся в тени, поэтому у нас здесь будет гораздо темнее цвет. Вот так. Теперь я нарисую розовым маркером щечки. Возьму серый, светло-светло-серый цвет и буду прорабатывать волосы вот таким образом. Сзади наложу прямо полностью поверх желтого серым цветом.
они наложатся друг на друга и будет такой смешанный цвет серо-желтый. Но за счет этого у нас будет видно, что они находятся сзади, в тени. А вот такими линиями я прорабатываю пряди волос. Теперь я возьму еще темнее серый, нарисую глазки. Глазки у нас прикрыты. И вот такие реснички. Бровки. Возьму посветлее маркер и сделаю носик. Теперь возьму красный маркер и нарисую ротик. Вот такая улыбочка у моего ангелочка. Взяла прям светло-светлый серый маркер и полностью закрашу платье и крылышки. Это у нас будет первый слой. Вот таким образом я полностью закрашиваю наше платье и крылья. Добавлю тона за платьем. Также у нас будет тень на крыльях. И теперь мы будем с тобой каждым следующим слоем делать эту тень насыщеннее. Взяла такой светлый ментоловый цвет и нарисую платьишко. Вот таким образом я рисую складочки, а здесь по бокам я показываю, что у меня тень. Здесь тоже выделю, чтобы было видно, что это платье. Понасыщеннее сделаю в этом месте. И вот таким образом выделю складки. Посмотри, какое объемное платье у нас получается. Вот так. И еще раз по низу сделаю вот такую волну. Беру серый цвет, чуть понасыщеннее предыдущего, и вот таким образом заштриховываю крылья. Основной тон я делаю сзади, за платьем. Ближе к концу крыльев у нас сходит на нет. Оставляем больше первого слоя. Нам нужно выделить более темным цветом тень, который у нас находится прямо за платьишком. Вот так у меня пока получается, такими движениями. И вот здесь тоже сделаем понасыщеннее. Беру маркер и еще темнее и начинаю уплотнять тень. Также по этим же местам. Вот здесь я оставляю такой валик. У нас получается, что там косточка в крылышках в этом месте. Поэтому мы оставляем светлое место. С этой стороны также. И вот таким образом я заштриховываю, делаю иллюзию перьев. Но потом мы еще проработаем с тобой эти перья. Я покажу как, а пока мы насыщаем тень. Вот у нас платье уже выдвинулось на передний план. И видно, что крылья у нас сзади, за спиной. Почему я делаю в несколько этапов? Потому что так визуально будет более натурально. И вот таким образом я рисую перья такими наклонными линиями. Делаю имитацию перьев. По всем крылышкам прорабатываю и по краешку тоже так же сделаем. И видно уже, что у нас крылья пушистенькие с пухом. Еще добавляю
понасыщеннее за платьем. Возьму розовый маркер, которым рисовала щечки, и нарисую носочки. Я беру прям по верху, рисую. Так у нас будет ощущение того, что носочки прозрачные. Еще добавлю насыщенности на щечки. Беру маркер потемнее и добавляю сзади, за головой, в области волос, вот такими штрихами тень. Добавлю здесь, очень аккуратненько, наклонными штрихами по направлению движения волос. Вот так. Теперь я беру тот же маркер, которым рисовала волосы, и прохожусь по этому сверху, для того, чтобы чуть-чуть приглушить и размыть, чтобы у нас смотрелось все едино. Добавлю тональности тем же маркером, которым рисовала тело в области теней. Шею прям нужно так хорошо проработать. Беру красный маркер и рисую сердечко. Взяла маркер чуть потемнее розовый, и вот в этой области вот таким движением рисую носочки. Посередине оставляю как есть. Теперь я беру снова тот же розовый, которым рисовала щечки, и все выравниваю. Беру снова серый, у меня подсохло здесь, и снова прорабатываю тень, чтобы еще больше вытянуть девочку на передний план. Вот так прорабатываю вокруг ручек. Возьму такой вот желтый неоновый цвет и нарисую им нимб. Делаю это несколько раз, чтобы он у меня стал ярким, насыщенным. Теперь я возьму гелевую ручку и обведу платье. Но я не обвожу полностью, посмотри, как я делаю. Я оставляю в некоторых местах, там, где самое светлое. И вот таким образом я обвожу низ. Обведу носочки, сделаю на них складочки вот так. Один и второй. И хочу еще сделать их в горошек. Вот таким образом я ставлю точечки. У меня получаются прозрачные носочки на ножках. Ножки тоже обведем. Ручки. Делаем все аккуратненько, не торопимся. Обведу нимб полностью, чтобы вытянуть его на передний план. Вот так. И чуть-чуть на лице. Волосы в этой области, сверху я волосы не буду обводить, потому что у нас там самое светлое место. Здесь у нас темное место, поэтому мы обводим контур лица. Шейку обведем. Ну вот, в принципе, этого достаточно. Вот такой ангелочек у меня получился. Ну а на сегодня все. До новых встреч. Пока-пока.